Всем огромный привет, дорогие мои друзья, гости и подписчики моего канала. Меня зовут Любовь, мой канал посвящен вязанию и все, что с ним связано. В этом видео я вам предлагаю связать шаль крючком из новинки от фабрики Yarn Art. Полюбившаяся многим рукодельницам пряжа Flowers теперь в зимнем варианте. Фабрика пряжи расширяет популярную серию, добавив в этом сезоне модель Yarn Art Flowers Альпака. Состав пряжи 20% альпаки и 80% акрила. Вес мотка 250 грамм, длина 940 метров. Пушистая, теплая пряжа ВТО прошла без изменений. Вяжется легко, быстро и с азартом, из-за того, что хочется поскорее посмотреть, как будет смотреться следующий цвет. На зиму отличный вариант. Благодаря содержанию альпаки изделия из нее невероятно мягкие, приятные на ощупь, идеально подходят для осенних и зимних шарфов, бактусов, пончо и свитеров. Эта нить, как и вся пряжа из линейки Flowers, выкладывается в полотно разноцветными градиентными полосами. Смена цвета происходит благодаря добавлению нити другого цвета. Пряжа легко вяжется как спицами, так и крючком. Шаль я вязала крючком номер 3,5 и номер цвета данной пряжи 429. Что касается выбранной схемы для шали, то это схема авторская. Шаль называется Эвелин. Мы с вами уже вязали шаль от данного мастера. Это шаль Алексис. Если вам интересно, ссылку на эту шаль я оставлю внизу в описании под этим видео. Также в инфобоксе вы найдете всю информацию об авторе. А чтобы не пропустить новые мастер-классы, обязательно подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Пишите комментарии и ставьте лайки. Итак, в этом видео мы будем вязать шаль Эвелин. Раппорт данного узора составляет 12 рядов. Мы с вами провяжем попетельно каждый ряд. Далее вы самостоятельно будете повторять схему узора с 4 по 15 ряд. Схема достаточно простая, быстро запоминается, легко вяжется. Из одного моточка такой пряжи у меня получилось провязать 4 полных раппорта. И 5-й раппорт я провязала не до конца. После ряда с шишечками провязала ряд столбиками без накида. После влажной тепловой обработки шаль имеет следующие размеры. Размах крыльев 152 см и высота центральной линии 77 см. Итак, если вам понравилась такая шаль и вы захотите связать ее вместе со мной, тогда добро пожаловать на мой мастер-класс, и мы начинаем. Делаем первую рабочую петельку на крючок удобным для вас способом. И набираем 4 воздушные петли. Дальше вставляем крючок в самую первую петельку и провязываем соединительный столбик. И начинаем вязать первый ряд. В начале ряда провязываем 3 воздушные петли подъема. Дальше в центр круга мы провязываем 5 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый и пятый. Далее провязываем 2 воздушные петли и сюда же в этот же центр круга провязываем еще 6 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой.
В этом ряду у нас получилось с каждой стороны по 6 столбиков с одним накидом. 3 воздушные петли в начале ряда дали нам 1 столбик. Далее разворачиваемся и продолжаем вязать второй ряд. В начале ряда 3 воздушные петли подъема и 1 петелька по рисунку. Дальше в самую первую петельку провязываем столбик с одним накидом. Делаем 1 воздушную петлю. 1 петлю в предыдущем ряду пропускаем. В следующую провязываем столбик с одним накидом. Дальше опять 1 воздушная петля. 1 петлю пропускаем. В следующий столбик с одним накидом. Дальше провязываем 1 воздушную петлю и в центральную арку провязываем 2 столбика с одним накидом. Над центральной аркой мы всегда будем вязать по 2 воздушные петли. И вяжем теперь по другой стороне. Сначала в арку провязываем 2 столбика с одним накидом. Делаем 1 воздушную петлю. 1 столбик пропускаем, в следующий провязываем столбик с одним накидом. 1 воздушная петля, столбик пропускаем, в следующий вяжем столбик. Дальше опять 1 воздушная петля, 1 столбик пропускаем и в третью петлю подъема предыдущего ряда провязываем столбик с одним накидом, 1 воздушная петля и сюда же столбик с одним накидом. И мы провязали второй ряд. Вяжем третий ряд. В начале ряда 3 воздушные петли подъема и 2 столбика с одним накидом в самую первую петлю предыдущего ряда. Первый и второй. Дальше в этом ряду мы будем вязать только столбики с одним накидом. Дальше вот здесь вот в предыдущем ряду у нас была воздушная петелька, сюда вставляем крючок и провязываем столбик с одним накидом. Дальше над столбиком провязываем также столбик с одним накидом. То есть над каждой петлей предыдущего ряда провязываем по 1 столбику с одним накидом. Сначала под воздушную петлю, затем в столбик. Перед арочкой у нас провязаны 2 столбика с накидом. Провязываем над каждым столбиком по 1 столбику. И в арочку провязываем 2 столбика с одним накидом. Далее у нас над арочкой 2 воздушные петли и повторяем все то же самое с другой стороны. Сначала в арочку провяжем 2 столбика с одним накидом. И дальше будем вязать в каждую петлю предыдущего ряда по 1 столбику с одним накидом. В конце ряда сначала мы провяжем столбик с одним накидом под воздушную петлю предыдущего ряда. И дальше в третью воздушную петлю подъема мы провяжем 3 столбика с одним накидом. Мы провязали третий ряд, и с каждой стороны у нас получилось по 14 столбиков с одним накидом. Дальше мы начинаем вязать 4-й ряд. В начале ряда 3 воздушные петли подъема и опять 2 столбика с одним накидом в самую первую петлю предыдущего ряда. И в этом 4-м ряду мы будем вязать рельефные лицевые столбики с одним накидом. Над каждым столбиком предыдущего ряда по 1 столбику.
Итак, захватываем столбик таким образом, чтобы крючок у нас был за столбиком. И провязываем столбик с одним накидом. И таким образом мы будем захватывать каждый столбик предыдущего ряда и провязывать рельефный лицевой столбик с одним накидом. Провязываем так до уголочка. В уголочек мы провязываем 2 столбика с одним накидом. Делаем 2 воздушные петли и сюда же в арочку провязываем еще 2 столбика с одним накидом. И теперь по другой стороне опять провязываем рельефные лицевые столбики с одним накидом. Захватываем столбик таким образом, чтобы крючок у нас был за столбиком. И провязываем над каждым столбиком по одному столбику. Провязываем до конца ряда. И также в конце ряда провязываем в третью воздушную петлю подъема 3 столбика с одним накидом. Мы провязали 4-й ряд, и в 4-м ряду у вас должно получиться по 18 столбиков с каждой стороны. Вяжем 5-й ряд. В начале ряда 3 воздушные петли подъема и еще 1 петелька по рисунку. Всего 4 петли. Дальше провязываем столбик с одним накидом в самую первую петлю предыдущего ряда. Дальше следующую петлю в предыдущем ряду мы пропускаем, во вторую провязываем столбик с одним накидом, 1 воздушная петля и сюда же в эту же петельку еще 1 столбик с одним накидом. То есть мы будем вязать вот такие вот галочки. Дальше мы будем пропускать 2 петли и в третью будем вязать. В начале ряда мы пропустили только 1 петельку и во вторую провязали. Это только в начале ряда. Дальше до уголочка мы будем пропускать 2 петли и в третью будем вязать вот такой вот элемент. Итак, 2 петли пропускаем, в третью вставляем крючок и провязываем столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, столбик с одним накидом. Опять 2 петли пропускаем, в третью столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, столбик с одним накидом. 2 петли пропускаем, вставляем крючок в третью и провязываем. Опять 2 петли пропускаем, в третью вяжем столбик с одним накидом, 1 воздушная петля и сюда же столбик с одним накидом. И дальше до конца ряда у нас остается 3 петли, 2 петли пропускаем и в последнюю петельку перед уголочком провязываем столбик с одним накидом, 1 воздушная петля и сюда же столбик с одним накидом. И дальше в уголочек теперь мы провязываем столбик с одним накидом, 2 воздушные петли и сюда же столбик с одним накидом. И по другой стороне повторяем все то же самое. Сначала в самую первую петельку провязываем столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, столбик с одним накидом. И теперь пропускаем 2 петли, в третью вяжем. Опять столбик с одним накидом, воздушная петля, столбик с одним накидом. Продолжаем вязать до конца ряда.
И в конце ряда у нас должно получиться точно так же, как и в начале. Вот мы провязали столбик с одним накидом, воздушная петля, столбик с одним накидом, одну петельку пропускаем, дальше вставляем крючок в третью воздушную петлю подъема и провязываем столбик с одним накидом, одна воздушная петля и сюда же столбик с одним накидом. И мы провязали 5-й ряд. Дальше мы вяжем 6-й ряд. В начале ряда 3 воздушные петли подъема и в самую первую петельку столбик с одним накидом. Дальше в предыдущем ряду вот здесь у нас была воздушная петля. Сюда под арочку мы провязываем 3 столбика с одним накидом. И будем провязывать в каждую вот такую вот галочку по 3 столбика с одним накидом. Итак, следующий элемент, вот он у нас. Вставляем крючок вот сюда вот под воздушную петлю и провязываем 3 столбика с одним накидом. Дальше переходим сразу к следующему элементу. Вставляем крючок под воздушную петлю и провязываем 3 столбика с одним накидом. Продолжаем так вязать до уголочка. В каждую такую галочку провязываем по 3 столбика с одним накидом. Итак, довязали до уголочка. В последнюю галочку в предыдущем ряду провязали 3 столбика с одним накидом. И дальше следующие 3 столбика провязываем сразу же в арочку. Первый, второй и третий. Дальше у нас 2 воздушные петли. И теперь провязываем все то же самое с другой стороны. Сначала провязываем 3 столбика с одним накидом в уголочек, центральную арочку. И дальше продолжаем вязать в каждую вот такую вот галочку предыдущего ряда по 3 столбика с одним накидом. Провязываем до конца ряда. Довязали до конца ряда. В конце ряда у нас тоже есть вот такая вот галочка, то есть под воздушную петлю провязываем 3 столбика с одним накидом. И затем в третью воздушную петлю подъема провязываем 2 столбика с одним накидом. И мы провязали 6-й ряд. Дальше мы начинаем вязать 7-й ряд. Провязываем 3 воздушные петли подъема. И сразу же вот сюда в первую петельку предыдущего ряда провязываем столбик с одним накидом, 1 воздушная петля и столбик с одним накидом. То есть в этом ряду мы будем вязать опять вот такие вот галочки. Галочки мы будем вязать вот из этих 3 столбиков, которые мы вязали в предыдущем ряду, будем провязывать в центральный столбик. То есть сейчас у нас получается, мы пропускаем первую, вторую и в третью петельку вставляем крючок и провязываем столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, столбик с одним накидом. Дальше опять 2 петли пропускаем, в третью вставляем крючок, либо вот смотрим, у нас элемент 3 столбика с одним накидом мы провязывали в предыдущем ряду, и в центральный столбик мы вставляем крючок и провязываем столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, столбик с одним накидом.
И продолжаем так вязать до уголочка. Довязали до уголочка, провязали последнюю галочку над 3 столбиками предыдущего ряда. И дальше сразу же в центральную арку провязываем 2 столбика с одним накидом. Делаем 2 воздушные петли и разворачиваемся. Провязываем 2 столбика с одним накидом сначала в центральную арку. Дальше по левой стороне повторяем все то же самое. Над 3 столбиками предыдущего ряда по центру в центральный столбик провязываем столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, столбик с одним накидом. Продолжаем вязать до конца ряда. Итак, довязали до конца ряда, провязали столбик с одним накидом, 1 воздушная петля и столбик с одним накидом над 3 столбиками предыдущего ряда. И дальше теперь в 3-ю воздушную петлю подъема провязываем столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, столбик с одним накидом и еще 1 столбик с одним накидом сюда же, в эту же 3-ю петельку подъема предыдущего ряда. И мы провязали 7-й ряд. Вяжем 8-й ряд. В начале ряда 3 воздушные петли подъема и еще 2 столбика в самую первую петлю предыдущего ряда. И в этом 8-м ряду мы будем вязать только столбики с одним накидом в каждую петельку предыдущего ряда. То есть вот мы вязали галочку, у нас был столбик, воздушная петля, столбик. Сейчас в каждую из этих петель провязываем по одному столбику. Сначала вставляем крючок над столбиком, провязываем столбик, дальше под воздушную петлю и в столбик. Дальше опять у нас столбик в предыдущем ряду, потом воздушная петля, потом опять столбик. И продолжаем так вязать до уголочка. Над каждой петелькой предыдущего ряда провязываем по одному столбику с одним накидом. Довязали до уголочка, до центральной арочки. И в центральную арочку мы провязываем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и вяжем теперь по другой стороне. Сначала в арочку провяжем 2 столбика с одним накидом. И дальше будем опять вязать в каждую петельку по одному столбику с одним накидом. Провязываем так до конца ряда. В конце ряда будьте внимательны. Вот здесь у нас тоже воздушная петелька. Не забываем сюда провязывать столбик с одним накидом. Дальше над столбиком вяжем столбик. И затем в конце, в 3-ю воздушную петлю подъема мы должны провязать 3 столбика с одним накидом. Довяжите этот ряд до конца самостоятельно. И мы с вами довязали 8-й ряд до конца. И с каждой стороны у нас получилось по 34 столбика с одним накидом. Вяжем 9-й ряд. В начале ряда у нас 3 воздушные петли подъема и 2 столбика с одним накидом в самую первую петлю предыдущего ряда. И далее в этом ряду мы будем вязать рельефные изнаночные столбики с одним накидом. Захватываем столбик таким образом, чтобы у нас крючок был перед столбиком, и провязываем столбик с одним накидом.
Это у нас рельефные изнаночные столбики с одним накидом. В этом ряду мы будем провязывать только их. Захватываем каждый столбик предыдущего ряда и провязываем по одному столбику. Итак, покажу немного поближе. Рельефный изнаночный столбик с одним накидом. Сделали накид на крючок. Заводим крючок таким образом, чтобы у нас крючок был перед столбиком. Столбик у нас с изнаночной стороны. Захватываем рабочую нить и выводим. И провязываем, как обычный столбик с одним накидом. И таким образом мы провязываем до уголочка, захватываем каждый столбик в предыдущем ряду и провязываем рельефные изнаночные столбики с одним накидом. Провязываем так до уголочка. В уголочек мы провязываем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и вяжем то же самое по левой стороне. Сначала в арочку провязываем 2 столбика с одним накидом и дальше опять провязываем рельефные изнаночные столбики с одним накидом над каждым столбиком предыдущего ряда. Провязываем так до конца ряда. В конце ряда не забываем в третью воздушную петлю подъема провязать 3 столбика с одним накидом. Довяжите этот ряд до конца самостоятельно. И мы с вами провязали 9 ряд, и в этом ряду у вас должно получиться по 38 столбиков с каждой стороны. Начинаем вязать 10 ряд. В начале ряда делаем 1 воздушную петлю. Сразу же в первую петельку провязываем столбик без накида. Дальше провязываем 3 воздушные петли. Дальше только в начале ряда мы пропускаем 2 петли и в третью петельку провязываем столбик без накида. Раз, два. В третью вяжем столбик без накида. Далее опять вяжем 3 воздушные петли. И далее мы будем пропускать по 3 петли и вязать в четвертую. Итак, пропускаем 3 петельки, в четвертую провязываем столбик без накида. То есть 2 петли мы пропустили в начале ряда. Далее до конца ряда будем пропускать по 3 петельки. И дальше опять провязываем 3 воздушные петли. Раз, два, три пропускаем, в четвертую провязываем столбик без накида. И провязываем так до уголочка. Раз, два, три воздушные петли. Раз, два, три петли пропускаем, в четвертую вяжем столбик без накида. Довязали таким образом до уголочка. Перед уголочком у нас остается 2 петельки. Мы делаем 3 воздушные петли и в арочку сразу в центральную провязываем столбик с одним накидом. Дальше провязываем 2 воздушные петли и с другой стороны все повторяем. Сначала провяжем в арочку столбик с одним накидом. Дальше делаем 3 воздушные петли и столбик без накида провязываем в третью петельку. Раз, два, три. Дальше опять 3 воздушные петли. И теперь вяжем в четвертую петельку. Раз, два, три пропустили, в четвертую столбик без накида. И опять 3 воздушные петли.
Раз, два, три пропустили в четвертую столбик без накида. Раз, два, три. Раз, два, три пропустили в четвертую столбик без накида. Провязываем до конца ряда. В конце ряда делаем 3 воздушные петли. И у нас получается, что мы пропускаем 2 столбика и в третью воздушную петлю подъема предыдущего ряда провязываем столбик без накида. И мы провязали 10 ряд. Дальше мы вяжем 11 ряд. Провязываем в начале ряда 3 воздушные петли подъема. Дальше теперь в самую первую петельку провязываем 4 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий и четвертый. Итак, мы провязали 4 столбика с одним накидом и 3 воздушные петли подъема дали нам еще один столбик, то есть всего 5 столбиков. Дальше вот здесь у нас сразу же первая арочка, которую мы вязали в предыдущем ряду. Сюда провязываем столбик без накида. Дальше в следующую арку мы провязываем 7 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Дальше в следующую арку провязываем столбик без накида. И таким образом мы будем чередовать. В следующую арку провязываем 7 столбиков с одним накидом. Дальше в следующую столбик без накида 7 столбиков с одним накидом, столбик без накида. И провязываем таким образом до уголочка. Итак, мы довязали до уголочка, чередовали. В одну арочку провязывали 7 столбиков с одним накидом, в следующую арочку столбик без накида. И вот у нас перед уголочком в арочку получилось провязать 7 столбиков с одним накидом. Дальше в центральную арку провязываем столбик с одним накидом. Провязываем 2 воздушные петли и повторяем все то же самое с другой стороны. Сначала в арку провязываем столбик с одним накидом и дальше опять начинаем чередовать. В арку 7 столбиков, в следующую столбик без накида, в следующую арку 7 столбиков и в следующую столбик без накида. Провязываем таким образом до конца ряда. Итак, в конце ряда в предпоследнюю арку мы провязали 7 столбиков с одним накидом. Дальше в последнюю арку провязываем столбик без накида. И вот здесь в предыдущем ряду мы вязали столбик без накида. Сюда провязываем 5 столбиков с одним накидом. И мы с вами провязали 11 ряд. Дальше мы с вами начинаем вязать 12 ряд. В начале ряда 3 воздушные петли подъема и 2 столбика с одним накидом в первую петлю предыдущего ряда. Дальше вяжем рельефные лицевые столбики с одним накидом. Над первым вот этим веерочком нам нужно провязать 3 рельефных столбика. Захватываем крючок таким образом, чтобы у нас он был за столбиком, и провязываем 3 рельефных лицевых столбика с одним накидом. Далее у нас будет 1 воздушная петля
И следующий элемент мы будем вязать шишечку. Шишечку мы будем вязать из 4 столбиков с одним накидом. Итак, вот здесь в предыдущем ряду мы провязывали столбик без накида. В него сюда вставляем крючок и провязываем 4 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий и четвертый. Теперь вставляем крючок в первый столбик из этих 4 с лицевой стороны. То есть это у нас сторона лицевая, так как у нас идут здесь рельефные столбики. Мы вставляем крючок в первый столбик, одеваем рабочую петельку на крючок и продеваем ее через первый столбик. И делаем одну воздушную петлю. Таким образом, выпуклая шишечка у нас будет на лицевой стороне. Дальше у нас опять рельефные лицевые столбики с одним накидом. Над веерочком нам их нужно провязать 5 столбиков. В предыдущем ряду мы провязывали 7 столбиков с накидом. Значит, в этом ряду первый и последний столбик мы не провязываем. Захватываем второй столбик и начинаем провязывать со второго столбика. Первый, второй, третий, четвертый и пятый. То есть над веерочком предыдущего ряда мы провязываем 5 рельефных лицевых столбика с одним накидом. Дальше делаем одну воздушную петлю и в столбик без накида предыдущего ряда опять провязываем шишечку. Провязываем сначала 4 столбика с одним накидом. Вытаскиваем крючок и вставляем его в первый столбик. Захватываем рабочую петельку и продеваем его через этот первый столбик. И провязываем одну воздушную петлю. Дальше опять следующий веерок. Опять провязываем рельефные лицевые столбики с одним накидом. Провязывать начинаем со второго столбика, то есть первый и последний столбики мы не провязываем. Первый, второй, третий, четвертый и пятый. Одна воздушная петля и опять провязываем шишечку. Раз, два, три, 4 столбика с одним накидом провязали, вытаскиваем крючок, вставляем его в первый столбик, рабочую ниточку продеваем через этот первый столбик и провязываем одну воздушную петлю. На лицевой стороне у нас получаются вот такие вот шишечки. И дальше таким же образом продолжаем вязать до уголочка. Над веерочком провязываем 5 рельефных лицевых столбика с одним накидом. Делаем одну воздушную петлю, столбик без накида провязываем шишечку из 4 столбиков с одним накидом. Делаем одну воздушную петлю. Провязываем так до уголочка. Итак, довязали до уголочка. Перед уголочком провязали 5 рельефных столбиков с одним накидом. Провязываем одну воздушную петлю.
Дальше у нас в арочку в предыдущем ряду был провязан столбик с одним накидом. Вот сюда, вот в этот столбик провязываем шишечку. Провязываем сначала 4 столбика с одним накидом. Вытаскиваем крючок, вставляем его в первый столбик, захватываем рабочую ниточку, выводим через первый столбик и делаем одну воздушную петлю. И теперь в арку провязываем столбик с одним накидом. Это у нас изнаночная сторона, и вот так вот будет с лицевой стороны. Дальше делаем 2 воздушные петли и с другой стороны все повторяем. Сначала в арку провязываем столбик с одним накидом. Дальше 1 воздушная петля. Над столбиком, который провязан в арку, провязываем шишечку. Делаем 1 воздушную петлю и теперь над веерочком провязываем 5 рельефных лицевых столбика с одним накидом. Опять 1 воздушная петля и в столбик без накида провязываем шишечку. Одна воздушная петля. Провязываем таким образом до конца ряда. Итак, в конце ряда мы провязали шишечку, и дальше вот здесь у нас над веерочком предыдущего ряда мы должны провязать 3 рельефных лицевых столбика. Провязываем первый, второй и третий. И дальше в третью воздушную петлю подъема предыдущего ряда провязываем 3 столбика с одним накидом. И мы с вами провязали 12 ряд. Дальше вяжем 13 ряд. В начале ряда 3 воздушные петли подъема. И сюда в первую же петельку провязываем столбик с одним накидом. Дальше провязываем 1 воздушную петлю и вставляем крючок в следующую петлю предыдущего ряда и провязываем столбик с одним накидом. Дальше будем вязать таким образом. 1 воздушная петля, 1 петлю пропускаем, в следующую вяжем столбик с одним накидом. 1 воздушная петля, 1 петлю пропускаем, в следующую вяжем столбик с одним накидом. 1 воздушная петля. Там, где мы вязали шишечку, мы будем провязывать рельефный лицевой столбик с одним накидом. Сделали накид на крючок, захватываем целиком всю шишечку, таким образом, чтобы у нас крючок был за шишечкой, и провязываем столбик с одним накидом. 1 воздушная петля. Дальше над 5 столбиками с одним накидом, которые мы вязали в предыдущем ряду, мы будем вязать столбики в первый, в третий и в пятый, то есть через 1 столбик. Итак, провязываем в самый первый столбик столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, столбик пропускаем в следующий. 1 воздушная петля, петельку пропускаем и в следующий. Столбик с одним накидом. 1 воздушная петля, над шишечкой провязываем рельефный лицевой столбик с одним накидом. 1 воздушная петля. И продолжаем вязать так до конца ряда. И еще раз, над первым столбиком провязываем столбик с одним накидом.
1 воздушная петля, петлю пропускаем, над третьим столбиком провязываем столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, петлю пропускаем и над 5 столбиком провязываем столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, над шишечкой провязываем рельефный лицевой столбик с одним накидом, 1 воздушная петля. Повторяем так до уголочка. Итак, довязали до уголочка. Перед уголочком вот у нас последняя шишечка. Провязываем ее рельефным лицевым столбиком с одним накидом. 1 воздушная петля. Дальше над столбиком с одним накидом, который у нас провязан в центральную арку, вот он у нас, сюда мы вяжем столбик с одним накидом, 1 воздушная петля и столбик с одним накидом провязываем в центральную арку. Дальше вяжем 2 воздушные петли и с левой стороны все повторяем. Сначала в центральную арку провязываем столбик с одним накидом. Дальше 1 воздушная петля, столбик с одним накидом провязываем над столбиком предыдущего ряда, 1 воздушная петля, над шишечкой провязываем рельефный столбик, 1 воздушная петля, над веерочком столбики мы чередуем. В первый столбик провязываем 1 воздушная петля, дальше пропускаем в третий столбик, провязываем столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, пропускаем, провязываем столбик с одним накидом, 1 воздушная петля и над шишечкой вяжем рельефный столбик и продолжаем таким образом до конца ряда. Итак, довязали до конца ряда. Провязали над шишечкой рельефный столбик, 1 воздушная петля, над первым столбиком провязали столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, над третьим столбиком провязали столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, дальше столбик пропускаем, в последний столбик мы провязываем столбик с одним накидом, 1 воздушная петля. И в третью воздушную петлю подъема предыдущего ряда провязываем 2 столбика с одним накидом. И мы провязали 13 ряд. Вяжем 14 ряд. В начале ряда 3 воздушные петли подъема и 1 столбик в первую петлю предыдущего ряда. Дальше мы делаем 1 воздушную петлю и будем вязать рельефные лицевые столбики с одним накидом, чередовать их с 1 воздушной петлей. Итак, вот у нас столбик в предыдущем ряду. Захватываем его таким образом, чтобы у нас крючок был за столбиком, и провязываем столбик с одним накидом. 1 воздушная петля, следующий столбик захватываем, провязываем рельефный, 1 воздушная петля. То есть в этом ряду мы просто чередуем рельефный столбик, воздушная петля. Столбики провязываем над каждым столбиком предыдущего ряда. Тот столбик, который мы вязали над шишечкой, мы также его провязываем рельефным лицевым столбиком. Продолжаем так вязать до арочки. Чередуем 1 воздушная петля и рельефный столбик. Столбики провязываем над каждым столбиком предыдущего ряда. Довязали до арочки. Перед арочкой у нас 1 воздушная петля. И тот столбик, который мы провязали в предыдущем ряду,
в центральную арочку. Также его провязываем рельефным лицевым столбиком. Делаем одну воздушную петлю и уже теперь в арочку провязываем столбик с одним накидом. Провязываем 2 воздушные петли и по другой стороне все повторяем. Сначала в арку провяжем столбик с одним накидом, дальше 1 воздушная петля и начинаем опять захватывать каждый столбик и провязывать рельефные лицевые столбики с одним накидом. Между ними будет 1 воздушная петля. Довязываем так до конца ряда. В конце ряда провязали за последний столбик предыдущего ряда рельефный лицевой столбик, делаем 1 воздушную петлю и дальше в 3-ю воздушную петлю подъема провязываем 2 столбика с одним накидом. И мы провязали 14 ряд. Вяжем 15 ряд. В начале ряда у нас 3 воздушные петли подъема и 2 столбика с одним накидом в самую первую петлю предыдущего ряда. И в этом 15 ряду мы будем провязывать только столбики с одним накидом. Итак, в предыдущем ряду вот здесь у нас был столбик, вставляем крючок в столбик и провязываем столбик с одним накидом. Теперь вставляем крючок под воздушную петлю, провязываем столбик и будем так чередовать до конца ряда. В столбик под воздушную, в столбик под воздушную. То есть в этом ряду мы провязываем только столбики с одним накидом, столбики провязываем в каждую петлю предыдущего ряда. Провязываем таким образом до уголочка. Довязали до уголочка и в уголочек мы провязываем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и разворачиваемся на другую сторону. В арочку сначала провяжем 2 столбика с одним накидом. И по левой стороне будем повторять все то же самое. Над каждой петлей предыдущего ряда провязываем по 1 столбику с одним накидом. Довязываем таким образом до конца ряда и не забываем, что в конце ряда у нас в 3-ю воздушную петлю подъема мы должны провязать 3 столбика с одним накидом. Довяжите этот ряд до конца самостоятельно. И мы с вами довязали 15 ряд до конца, и с каждой стороны у вас должно получиться по 62 столбика с одним накидом. И мы с вами полностью провязали раппорт данного узора. Далее вы повторяете узор с 4-го ряда. То есть сейчас в 16 ряду вы будете вязать рельефные лицевые столбики с одним накидом. Точно так же, как мы вязали в 4-м ряду. И дальше каждый ряд будет повторяться. То есть раппорт данного узора будет повторяться с 4 по 15 ряд. В описании под этим видео для вашего удобства я оставлю тайм-коды. С помощью этих тайм-кодов вы с легкостью перейдете на нужный вам ряд. Итак, повторяем раппорт узора с 4 по 15 ряд, пока не свяжем всю шаль. Я очень надеюсь, что вам было все понятно. Если вдруг у вас возникнут какие-то вопросы, обязательно напишите мне об этом в комментариях. Я с удовольствием на них отвечу. Если мастер-класс оказался для вас полезен, ставьте, пожалуйста, лайки. А если вы все еще не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь, ведь в следующих видео будут новые мастер-классы. Вяжите с удовольствием. Всем удачи и до новых встреч!